Всем привет, друзья! Ну что, ситуация в стране и в мире каждый день усугубляется. Люди впадают в панику повсеместно, переходят на работу из дома, на карантин, на самоизоляцию. Геймеры и фанаты киберспорта входят в легкий тильт, но не время отчаиваться. Мы здесь, на буткемпе Virtus.pro, пробрались сюда сквозь очереди за гречкой в Москве, чтобы немножечко рассказать вам о том, что происходит в нашей команде, как дела у игроков, что нас ждет дальше. В общем, как-то вас будем держать в курсе, пока все вынуждены вот в такое непростое время сидеть по домам. Друзья, у нас на связи гражданин Украины Роман Фоминок, который не смог уехать домой, не успел буквально вот вскочить в последний вагон уходящего самолета. Закрылись врата неньки. Ну, расскажи, как это было. Ты уже, типа, собирался покупать билеты и улетать? Ну, сначала, да, у меня была возможность улететь, у меня был рейс, все нормально было, но вышли новости, что как только я прилечу в Украину, ее закроют, и я не смогу выбраться обратно. Там минимум на 2 недели, максимум там непонятно на какой срок. Поэтому мы решили подождать пару деньков для того, чтобы узнать, там будут квалификации на следующий мейджор, чтобы мы могли там все вместе на буткемпе собраться. Ну и типа, стоит ли мне оставаться здесь, либо я могу поехать домой, спокойно там играть онлайн какие-то турниры. В итоге, пока мы ждали, ворота неньки зачинились. И мы искали рейсы, там самолеты, Беларусь закрыли тоже, через Беларусь я тоже не смог улететь, вообще не было билетов ни на поезд, ни на самолет. Был единственный вариант поехать в Белград, оттуда пешком пройти границу, ну, типа, да. Потом доехать до Харькова, и с Харькова уже как-то приехать в Киев. Я такой, да ну нафиг эти схемы, я остаюсь. Самое прикольное, что я же улетела в Киев получать визу для того, чтобы мы в LA полетели нормально. Да. И мы улетели из Киева в последний день, когда вот перед тем, как закрыли границу тоже. Да. Так что я успела выскочить, а ты по вскочить не таймингам, успел. да, все. Да, мне сошлось. Ну хорошо. Ребята остальные, получается, разъехались по домам, да? Сейчас нет никого на буткемпе. Да, Солыча, вот у нас Заурчик, только Вованчик здесь и я. Угу. А Вован просто по своему собственному решению. По собственному желанию, По да, собственному. подписал, что я хочу остаться. В общем, так получается, что вы с Вованом теперь в самоизоляции, как сейчас все говорят, в карантинной зоне. Да. Конечно. Чем занимаетесь? Вот сколько уже идет карантин? 2-3 дня, 4? Из того, что у нас получилось, мы тренировались очень жестко к мейджору, все готовились, прям ждали этого турнира, и в итоге все обломалось, и ты такой, окей, что нам делать сейчас? Ну, типа, вынужденный отдых, так сказать, получился. Ну, пытаемся выжать максимум из того, что имеем. То есть как-то отдыхаем, где-то, где можем, встречаемся с друзьями, пытаемся осваивать новый патч потихонечку, поигрываем в доту. Вова кашляет на фоне. Слышно. А, нет, Вызывайте санитаров. Это он не с for Speed играет, смотрит. Ага. Вот, ну, чилим. А КВшки какие-то, может, играются? Может быть, команды между собой как-то встречаются, играют? Сейчас нет, никто не играет. Ну хорошо, к вопросу о доте. Патч зато вышел, есть чем заняться. Да, Расскажи все верно. об этом. Ну, сейчас очень огромный онлайн в доте, все играют. Ты сейчас можешь зайти в паблик, посмотреть, там просто, ну, все игроки играют, абсолютно, все профессионалы, там по 15 игр, там где ты можешь, ну, по 10 профессионалов найти сразу же в каждой игре. Даже, ну, все дома играют сидят. сейчас, да. Все сидят дома и все играют. А есть твой личный топ, не знаю, игр, каких-нибудь фильмов, может быть, которые стоит посмотреть или пройти, пока сидишь на карантине? Помимо выпусков Юры Дудя, которые ты смотришь. Ну, это, кстати, хороший выпуск, советую посмотреть. Ну, из последнего могу посоветовать вот эти все новые фильмы, которые выходили в этом году, они супер классные. Это «Однажды в Голливуде», Гай Ричи новый фильм «Джентльмены»? «Джентльмены», просто супер бомба. Посмотрел последние 2 фильма по поводу гонок Формулы-1. Это один называется «Гонка», второй называется «Форд против Феррари». Просто тоже бомбезные фильмы. Мне всегда была интересна эта тема с формулой, и вот, эти фильмы очень подробно рассказывают, как там все происходит. Очень опасная профессия, на самом деле. Вот, из игрушек, советую скачать Need for Speed Most Wanted, который... Как Вован. Эта игра просто бомбезная, ее музыка, вот кто ее придумал, там, кто вставил эти треки все туда, просто легендарный человек. Рекомендую всем перепройти «Ведьмака», если кто не проходил. Машка, да, он проходит «Ведьмака» сейчас активно очень. Понятное дело, что мы сейчас все зависли в этом состоянии на неопределенный какой-то срок, но все равно же будут онлайн-мероприятия какие-то. Ближайшие из них это Vplay, V-Safe турнир Charity. Да, все верно. Ты знаешь уже, может быть, с какого по какой он проходит, кто у вас в группе? Ну, вроде как с завтрашнего дня начинается, с 20 марта по 24. По 26? 26. И мы играем, получается, только нашу CIS-группу СНГшную. Там у нас B8,
Na'Vi И и Hellraisers. Hellraisers. Да. Вот. С Да, ними будем друзья, катать. собственно, там будут группы именно по регионам играться, там полуфинал, финал, и на каждую группу дается призовой, по-моему, 20 тысяч долларов, но, что самое важное, все собранные средства, донейшены, какие-то пожертвования Да. пойдут в фонд, в организацию, которая занимается разработкой вакцины и вообще поддерживает жертв Это супер. этого клятого коронавируса. Это супер. Как настрой, как запал? Ну, хочется поиграть что-то, особенно на новом патче, ощутить, какие игры будут. Хочется, просто поиграть в дотку с командой, потому что мы разъехались, не играем вместе. Поэтому, я хочу побыстрее уже этих игр. С кем больше всего хотелось бы встретиться? С Нави. Хорошо. Ну, с Нави у нас интересная игра, на самом деле, всегда. Даже по скримам, если судить. То есть уже вы же сейчас играли, да? До этого мы играли, к мейджору. К мейджору вы готовились, играли КВшки. Да. И как? У нас было все хорошо. Мы прям ехали побеждать на этот турнир. Ну, мы теперь уже не узнаем, Никто не что узнает. вас ждало. Да. Но посмотрим на... В общем, друзья, действительно, это очень круто, что хоть что-то в онлайне будет проходить, поэтому мы с Ромкой вас призываем Совершенно не верно. забыть зайти на трансляцию, когда будет матч Virtus.pro, неважно с какой командой, хоть с кем, особенно если это будет матч с Нави, зайти на трансляцию, посмотреть, поболеть, поддержать вообще турнир и помочь хоть как-то Да. своим маленьким вкладом Будем создавать к контент. победе. Переместимся ненадолго в мой личный офис. Я хочу напомнить вам, что наши друзья по рематч дают бонус для всех болельщиков Virtus.pro. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и получайте подарок для фанатов медведей – страховку первой ставки. Это позволит вам начать играть безопасно. И не забудьте скачать после регистрации лучшее приложение для прогнозов на iOS и Android. Удачи, друзья! Итак, друзья, мы переходим к разговору с чемпионом мира по Need for Speed Most Wanted. Ну, пока еще нет. Что ты сколько уже прошел? Ну, я уже прошел 5 раз, наверное, за свою жизнь. Это 30% пока прошел. Какие еще игры в данный момент тебя развлекают, помимо Доты? Да, честно говоря, никакие. Я что-то захожу в каждый. В GTA зашел, подумал пройти. Час поиграл. Понял, что скучно. CS, Dark Souls, Ведьмак. Все, по часу играю, выхожу и захожу в Доту обратно играть. Ну, слушай, что Отдыхаю вообще? хорошо. Чем вообще сейчас занимаешься, с учетом того, что особо никуда не пойти, все в целом закрывается, с каждым днем все больше и больше. Чем вы занимаетесь? Да, ну, каждый, конечно, индивидуально. Я не знаю, чем ребята занимаются. Рома там отдыхает тоже по-своему. А я, да просто там выхожу куда-то пообщаться с людьми, занимаюсь собой, стараюсь. Такие банальные вещи. Ничего грандиозного точно нет. В парикмахерскую вот сходил. Да, давно уже, правда. До карантина еще. Все как тебе? Нормально. Свобода. кайфово. Да, свобода. Кайф. На шампуне экономлю. Да, если дотеры и раньше не часто мыли голову, то теперь... Не надо здесь каждый день. Хорошо. Ну, ты не знаешь, да, чем занимаются твои тиммейты? Там, Леха, Зайцев. Да не, ну, я думаю, они по домам отдыхают с роднёй, друзьями. Расскажи немножко мне о том периоде подготовки к мажору, которая все равно у вас была, и вы все, естественно, ждали до последнего, уже чуть ли не чемоданы были собраны. Ну, мы приехали после виплея, и, ну, мы еще до виплея, мы после квала остались на буткемпе, играли КВшки, как бы тренировались, потом мы поехали на виплей, играли КВшки также, играли сам виплей, довольно неплохо на нем, ну, довольно неплохо на нем выступили. Нет, довольно топ-3. неплохо, правда. Могли как бы намного лучше. Чувствовали по игре, что очень хорошо начали играть в какой-то момент, намного лучше, чем прошлым составом. Вот. Потом опять заперлись на буткемпе, играли КВшки, там, стратегии, все дела. Почти вообще даже не выбирались никуда у нас. Мы хотели там на квест сходить какой-то. За 2 недели так и не сходили, потому что то люди болели, то не хотели идти. Мы все время в доту как бы играли. И по итогу мы почти месяц играли, тренировались перед мажором. И вот за день до вылета я просыпаюсь в 4 часа дня, читаю новости, а там мажор отменен. Я такой, понимаю, месяц жизни. А потом еще вслед за ним эпицентр, Да, cancel, да, минор, это cancel. жесть какая-то происходит. Ну хорошо, тренировочный процесс у вас был, и вы успели потестить там, и Заура, и Зайца, как своих новых тиммейтов. Твое резюме по ним, как они вписались? Ну, прям какой-то оценки нельзя дать, как бы без каких-то явных в целом, по показателей. ощущениям, По по ощущениям, Заяц мне безумно нравится, как играет. В принципе, как человек, как тиммейт тоже, он очень большой красавец. Не хочу сильно нахвалять, но мне нравится то, что он делает полностью. Заур, как человек, как тиммейт, тоже бомба, но как игрок он еще чуток не дотягивает до тир-1 уровня. Это просто чувствуется. Он сам это говорит постоянно и сам пытается у нас учиться чему-то. После каждой игры спрашивает какие-то моменты, он прекрасно растет как личность, но ему еще чуток не хватает. Это
всегда это вот так, как по щелчку пальца происходит, поэтому увидим в будущем уже. Я думаю, он да. станет точно очень-очень хорошим игроком. Сейчас у него столько времени будет, он закроется сейчас дома, просто будет играть в Да? доту бесконечно. Ну, у всех такой период. Ну да. Хорошо. Грядет все-таки онлайн-турнир, который будет совсем скоро. Начинается он 20 марта, но для нашей команды он начинается 22 марта, да, первые матчи, насколько я знаю. Без понятия, наверное, да. Вы играете в группе с 3 СНГ командами. Естественно, все ждут, когда вы встретитесь с Нави. Но вот, а ты сам, с кем бы ты хотел больше поиграть? Ну, то есть Hellraisers, у вас там тоже есть вопросики после последних ваших встреч. Да, в принципе, без разницы с кем. Мы все, я могу даже сейчас сказать, одного уровня, как бы. Потому что на мажор как бы не было как возможности показать. Калибровки, короче, не было вот этой Ну, новой. не было возможности показать, на что мы способны, поэтому будем смотреть уже по онлайн-турнирам. Конечно, опять же, все разъехались, КВшки мы не играли. Ну, будет прикольно. А так, никакой личной встречи ни с кем не жду. Без разницы. Как тебе вообще вот эта идея Виплей провести так вот быстро благотворительный турнир, причем аж на 24 команды топовые по всему миру в такие вот сжатые сроки? Это замечательная идея, они красавцы. Вот. Вообще, особенно благотворительность в это время, это супер лайк. Вован, время непростое наступило. Сейчас все геймеры как бы более-менее спокойно себя чувствуют, потому что от компов так и не отходили, да. Ну, может быть, ты можешь дать какие-то советы всем, кто смотрит это видео, всем фанатам Virtus.pro, что сейчас сделать вообще? Побольше играть в доту, чтобы как бы не быть в зоне риска, не заражать своих родных, не знаю, мыть руки, поменьше находить каких-то контактов и просто, не знаю, быть поаккуратнее, что ли. Потому что в первую очередь вы можете как бы не себе навредить, а другим. Думайте об этом. Вот. Да, от себя я могу добавить, что, ребята, главное, не унывайте. Впереди контент от нас, мы все равно будем его снимать, мы недалеко от буткемпа находимся, будем постоянно на связи с ребятами, так что вам будет что посмотреть. К тому же вам будет что посмотреть на онлайн-ивентах, которые будут проходить. Болейте за Virtus.pro, заходите на трансляции, болейте за наших ребят. И, да, ВП с вами в любой совершенно ситуации. Я на свой никнейм показывал, ну ладно.